Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Всем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. В наших видео есть много интересной и полезной информации для бизнеса, для личного использования. Обязательно ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчик. Эти действия помогают нам продвигать наш канал. Тема сегодняшнего видео – как извлечь выгоду из хаоса. Теперь мы используем колесо жизненного баланса, именно теорию колеса жизненного баланса LongSwim для решения практических задач. Каждый из вас сталкивался в жизни хотя бы один раз с состоянием хаоса, и мы вам предлагаем к состоянию хаоса применить методику колеса жизненного баланса LongSwim. В чем преимущество методики колеса жизненного баланса? Она заключается в том, что у нас все 8 сфер имеют свои задачи на год, то есть эти задачи мы ставим в этом году на следующий год, или в этом году в ноябре мы поставим задачи. По мере того, как мы в первом квартале будем понимать, чего мы достигаем быстрее, какие цели у нас идут с опозданием, мы можем или увеличивать количество целей, или наоборот концентрироваться на тех целях, которые для нас несут более выгоду или более хорошее эмоциональное состояние, в зависимости от того, чего хотим мы больше достигнуть. Или конечного результата в виде какого-то актива, нового бизнеса или чего-то, или мы просто работаем целенаправленно над своим эмоциональным состоянием. Итак, давайте рассмотрим, какой бывает хаос. Хаос по теории колеса жизненного баланса можно разделить на две составляющие. Хаос, который очень сильно влияет на эмоциональную сторону, и второй вариант – это хаос, который сильно влияет на вашу производительность, на умение работать с поставленными целями, на ваше профессиональное сообщество, на вашу экспертизу. Давайте начнем со второго варианта. То есть мы рассматриваем хаос, который очень сильно влияет на ваши сферы, связанные с вашей производительностью. Это выбивает вас из колеи, потому что планы, которые вы задумывали на период недели, они почему-то идут с перегрузкой, с достаточно большим усилием. И давайте рассмотрим в этом видео, как с этой ситуацией справиться. Если вы посмотрите наши плейлисты по колесу жизненного баланса, где описывается одна теория, вы можете заметить два момента. В колесе жизненного баланса LongSwim мы рассматриваем сферы, которые преобладают действия, и сферы, в которых преобладают эмоции. Итак, если мы чувствуем, что мы попали в ситуацию хаоса, не путаем ситуацию с состоянием. Напомню, что состояние в колесе жизненного баланса LongSwim рассматриваются три основных состояния. 0,4 – это не очень стабильное состояние, там преобладают различные эмоции, но мы на эти эмоции очень сильно влиять не можем. Другое дело, состояние у человека 4,8, у нас преобладают действия. Эти действия очень сильно влияют на наши эмоции, и действия направлены на то, что мы занимаемся любимым делом или делом, которое мы знаем достаточно хорошо, они, как правило, рождают положительные эмоции, и эти положительные эмоции уже могут конкурировать с нестабильным эмоциональным состоянием окружающих, и таким образом мы через свое действие не даем возможность чужим эмоциям очень сильно влиять на нашу жизнь, на нашу производительность, на наше хорошее настроение и прочие факторы. И в состоянии 8-10, несмотря ни на что творится в действиях окружающих людей, несмотря на то, в какую ситуацию мы попали, наше эмоциональное состояние всегда очень высокое, мы наполнены энергетикой, у нас перед собой яркие, хорошие, амбициозные цели, и мы вокруг этих целей можем очень легко объединять единомышленников, которые большую часть, более 50% работы над целями делают. Почему? Потому что люди в состоянии 8-10 понимают, что грандиозные цели в одиночку достичь достаточно сложно, а на рутинных целях они стараются не концентрироваться. Итак, возвращаемся к нашему хаосу. Мы смотрим, как хаос влияет на наши достижения. Если мы рассматриваем долгосрочное достижение, то состояние хаоса, которое у нас возникло, нужно достаточно глубоко разбираться, поэтому мы предлагаем, если вы вошли в состояние хаоса, проанализировать, какие цели хаос препятствует достигать, как он влияет на эти цели, что сдвигается по времени, и кто из людей из вашего окружения, ближайшего, дальнего, заинтересован в том, чтобы хаос в вашей жизни происходил. То есть
мы уже применяем теорию колеса жизненного баланса для того, чтобы решать свои практические задачи. В вашей жизни возник хаос. Первое, смотрите, кто из вашего ближайшего окружения заинтересован в этом хаосе, кто будет поддерживать этот хаос. Ну, и исходя из первого вопроса, возникает логичный второй вопрос. Кто из вашего ближайшего окружения, единомышленники, эксперты, друзья, родственники, готовы вам оказать посильную помощь? То есть вы должны эту помощь сформулировать в виде вопроса и конкретного действия, в какой момент времени вы ожидаете от людей помощь, в чем она будет выражаться и как вы будете благодарны людям и единомышленникам за то, что они помогли вам справиться с этим хаосом. Если хаос очень сильно влияет на краткосрочные цели, то есть цели, которые мы достигаем в течение ближайших 3 месяцев, то к этой ситуации нужно подойти и еще более серьезно. Почему? Потому что срок, во время которого действует хаос, 3 месяца – это достаточно короткий период, и, скорее всего, часть из этих целей не будут достигнуты. То есть самый простейший вариант – отказаться от достижения цели в этот период, добавить еще 1-2 месяца для того, чтобы эта цель завершилась с опозданием в 1-2 месяца. Это самый простой вариант, когда мы меняем просто темп достижения цели, понимаем, что, возможно, мы через 1-2 дня или через неделю найдем какое-то хорошее кардинальное решение, но вот когда мы сдвигаем сроки, это решает более 30% всех задач, из-за которых возник хаос или на которые влияет хаос. Если мы говорим о рутинный хаос, который возникает в рутине, он очень сильно нас выбивает, потому что из запланированных дел мы 10-15% всех запланированных дел сделаем, потому что эмоциональное состояние, которое создает хаос, оно не дает вам возможность сосредоточиться, и вы чувствуете очень резкое падение производительности. Итак, 3 основных момента связаны с вашими достижениями, если возник хаос. Первое, если вы находитесь в рутине и чувствуете, что хаос захлестывает, все рутинные дела сводим в 1-2 дня вашей рабочей недели. То есть ваша стандартная рабочая неделя – это 5 дней. Мы берем рутиной, занимаемся 1-2 дня, остальные 3 дня мы посвящаем краткосрочным достижениям, долгосрочным достижениям. Таким образом, у нас за счет того, что хаос возникает в течение 2 дней, мы не можем методологически перепрыгнуть этим хаосом, возникшим в рутине, на наши краткосрочные достижения, на долгосрочные достижения. Это правило желательно соблюдать, и это правило применимо ко всем сферам деятельности. У кого какая сфера деятельности подвержена хаосу, пожалуйста, пишите в комментариях. Нам очень интересно почитать ваши пожелания, замечания или проработать какие-то кейсы, которые есть. А я сейчас продолжаю. Хаос локализуется в течение короткого времени. То есть, если мы сейчас возьмем долгосрочное достижение, если вы отлаживаете какой-то процесс, то есть можете на локализацию хаоса потратить 1 месяц. Это будет вполне приемлемый срок, потому что за месяц вы можете двигаться из хаоса в каком-то удобном для вас темпе, не прилагая каких-то затрат сил и средств. То есть вы выбираете свой любимый стиль. Тем, кто любит побыстрее, я предлагаю сосредоточиться на краткосрочных целях. Там хаос нужно локализовать в течение 1-2 недель. 1 неделя, если мы считаем, что мы с хаосом столкнулись как бы впервые, и 2 недели вам необходимо для того, чтобы вы справились с хаосом, который целенаправленно формирует ваше ближайшее окружение. То есть мы прорабатываем сферу друзья и окружение, и через проработку сферы друзья и окружения мы понимаем, что если мы не хотим повторения этой ситуации, именно хаоса, то мы будем с людьми, которые ожидают хаоса в вашем ближайшем окружении, чаще всего это бывают родственники, мы будем стараться для них увеличивать дистанцию и контактировать только по тем событиям и ситуациям, которые никак нельзя избежать. Если мы опять вернемся к рутине, как локализовать хаос у нас 2 дня в неделю, 8 дней в месяц, мы понимаем, что эту рутину в первом варианте можно делегировать, второй вариант мы этой рутиной можем не заниматься, и третий вариант надо проанализировать, как эту рутину можно сделать каким-то иным способом, пускай более дорогим. Методология колеса жизненного баланса Longswim говорит о том, что все, что мы делаем с колесом своего собственного жизненного баланса, должно привести нас к профессиональному и личному долголетию. И это профессиональное и личное долголетие позволяет нам не отказываться от наших амбициозных целей, идти к этим целям в
хорошем достаточном темпе. И если мы принимаем для себя, что цель профессиональная и личная долголетие для вас очень важная, у вас сфера отношения и семья прорабатываются очень хорошо, потому что мы уходим от такого состояния, как спешка, как выяснение отношений. Мы просто концентрируемся на своих целях. В сфере семьи и отношений у нас появляются какие-то совместные цели. И таким образом вот со сферы семья и отношения начинается гармония, которая перетекает в следующие сферы. Тем, кому интересно видео о том, как выстраивать отношения с любимым человеком, смотрите отдельный плейлист «Колесо жизненного баланса для любимого человека». Тем, кто хочет серьезно заниматься колесом жизненного баланса, для вас предназначен плейлист «Колесо жизненного баланса для продвинутых пользователей». Подводим итоги сегодняшнего видео. Как извлечь выгоду из хаоса. Хаос – неотъемлемая часть нашей жизни. Вы, используя методологию колеса жизненного баланса, понимаете, в какие временные рамки вы можете справиться с хаосом. Несмотря на простоту рекомендаций, вы можете выработать какие-то свои решения, которые будут лучшие в своей отрасли. Пожалуйста, о своих историях успеха пишите в комментариях. Эти комментарии будут мотивировать нас и других слушателей для того, чтобы ежедневно улучшать нашу жизнь и ежедневно выдавливать из нашей жизни хаос, потому что хаос не соответствует нашим долгосрочным целям. Всем, кто смотрел это видео, обязательно нажимайте кнопку «Поделиться», ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.